Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы продолжаем серию видео про совместимость знаков. Я открыла окно, потому что у нас очень-очень душно, как-то жарко, может быть, пойдет дождь. Так что с улицы, возможно, будут какие-то звуки. Не обращайте внимания, иначе записывать невозможно. Я буду, конечно же, подглядывать в свои записи, потому что у меня целый талмуд. Сегодня у нас мужчина-рак. И тем не менее получилось много, хотя я сокращала как могла. То есть я хотела сделать прям такие конспектики, но невозможно некоторые моменты не проговорить. Но сразу хочу сказать, для тех, кто не знает, во-первых, что я не астролог, это мое хобби. Советую всем, кстати, посмотреть про свой знак зодиака отдельные видео. И иногда вы мне пишете такие вот мелочи, что в каких-то там таких малюсеньких мелочах что-то не сошлось. Я пишу только о ярко выраженных и часто повторяющихся проявлениях типа характера того или иного знака. Это не личный гороскоп, но прочувствовать вот этот вот стержень характера каждого знака возможно. И вот как раз этим я и занимаюсь здесь. Поэтому сегодня мы говорим о мужчине раке и его совместимости. Не воспринимайте это очень-очень серьезно, а посмотрите, где действительно все сходится, в каких моментах. И, возможно, вы увидите то, где вам стоит подправить ситуацию. Все может быть. И такое часто бывает. В общем, поехали, я буду подглядывать и быстро, чтобы не затягивать видео, боюсь, что оно будет длинное. Мужчина рак, женщина овен. Конечно же, в таком союзе будет рулить женщина овен, хотя это может быть в некоторых случаях чисто внешне, на публику так видно. Рак будет с удовольствием находиться в суфлерской будке и наблюдать за овном, чтобы она где-то как-то не перегибала палку, где не надо по его личной версии. В союзе это могут открыться приятные неожиданности для обеих знаков. Она огонь, рак более спокойный, не лезущий на баррикады знак, внимательно наблюдающий за своей возлюбленной. Он может дать горячей женщине нежность, которая ей нужна, и этим ее удивить, так как у нее много граней, и она некоторые свои грани сама даже не знает. Для брака они в принципе подходят. Рак любит стабильность, а она любит того, кто любит вот это все, и ее тоже. И то, что они кардинально разные, в данном союзе это явный плюс, потому что они тянутся физически друг к другу, и это скрепляет союз. Несмотря что по темпу жизни они абсолютно разные, у них разные характеры, раку еще очень важны его родственники. Вот это овну надо очень учитывать. Овен очень активна, ей может быть скучновато иногда с раком. Рак любит иногда куда-нибудь там спрятаться, чтобы побыть одному, не разговаривать. Они, знаете, любят так после работы там посидеть у камина, выпить вина, в общем, помолчать, помечтать, там, я не знаю, что у них происходит в голове. Он может телевизор просто тупо смотреть, какую-то глупую передачу или книгу, но с овном это вряд ли получится. Потому что овен любит растеребить кого-нибудь. Но лучше всего его не трогать. Если рак уединился, оставьте его в покое на какое-то время. У овна и рака не диалог, у них параллельные разговоры. Вот эти параллели никогда не сходятся. Она будет громче орать, если что-то там ей не нравится. Но раку это вообще никак не поможет. Наоборот, он терпеть вообще не может грубиянок. А овен может грубить. Раку надо поспокойнее относиться иногда вот к нетактичным каким-то выпадам овна в каких-то вот горячих ситуациях в порыве недовольства. Овны не контролируют этот процесс, они с собой ничего не могут сделать, они такие от природы. И так как оба сильно обидчивые, хотя это очень редко признают, но вот со стороны виднее, что они оба реально обидчивые. Только по-разному скрывают это. Надо, если что-то в браке овна и рака волнует их, говорить прямо, четко
без всяких умалчиваний и намеков, и сразу же, прям сразу на месте решать все непонятности. Легче, конечно, сказать, чем им это сделать, но, знаете, кто хочет научиться, он научится. В общем, союз этот возможен, и он может быть даже неплохой. Переходим к другому знаку. Мужчина – рак, женщина – телец. Я такой темп взяла быстрый. Раки очень чувствительные, как вы уже понимаете, и почти всегда непростые в общении люди. Раки и женщины, и мужчины любят внешне показывать одно, но на самом деле думать и ощущать другое. Это очень часто происходит. Они внимательны, но они подозрительны и тщательно выбирают себе девушку. Это же новый человек в их близком окружении. А рак вот именно к таким вещам очень и очень серьезно подходит. Телец умна, инфантильна, медлительна в узнавании нового человека. Она никогда не торопится. Всегда загадочна и притягательна для мужчин. Но ее побаиваются, если хотят серьезных отношений. Она очень мудрая, внимательная, проницательная особа. Она заметит все. В том числе то, что раки могут быть нерешительными в некоторых делах и упускать хорошие возможности. Хотя телец и сам не любит резких движений и лишних рисков. Тельцу нравятся мужчины все же решительные, сильные, самостоятельные, ну и, конечно, глупые никак не подойдут. Хотя внешне он, мужчина-рак, может быть очень привлекательным для тельца. Если у них схожие вкусы, то они оба любят домашний уют и комфорт. Вот прям дома у них должно быть все красиво и по их представлению. Могут решать вопросы семьи в культурной форме. Это, я считаю, очень важный момент. Хотя телец иногда может быть резкой, телец в союзе с раком будет инициатором полюбовно, и раку даже может быть неудобно, что он на вторых ролях. Но без криков он может стать более мужественным. Вот может создать телец почву, благоприятную для развития рака. Хотя у них на некоторые вещи взгляды не сходятся совершенно, тельцу важно материальное положение, но не всем ракам это тоже важно. Хотя рак любит стабильность, но насчет зарабатывания денег тут это как-то важнее тельцу больше. Эрудированный прагматик в семье – это телец. Что их может связывать? Это желание спокойствия, комфорта и совместимости в сексе. В остальном, ну вот вкусы еще в искусстве, возможно, тоже можно туда причислить. В основном они разные. Мне кажется, этот союз возможен, но тут надо быть очень осторожным. И осторожным надо быть обеим сторонам. Мужчина-рак, женщина-близнецы. Она активно, болтлива, а рак – это уши в данном случае. Она будет любить легкость в общении с людьми, а рак вцепится в нее клешнями, пытаясь держать у себя. Он любит определенность, а близнецы этого дать не могут никак. Они разные по сути, по скорости, по манере движения, по жизни. Рак более предсказуем и не особенно любит перемены, если это только не его идея. У близнецов у нее аналитический ум, у рака больше развитые чувства. Близнецы не вписываются в рачье традиционное представление о браке. У нее масса знакомых людей, она коммуникабельна и автоматически любит флиртовать. Он может из-за этого ее ревновать. В раке много сомнений, и не только насчет любимой, но и вообще он как бы сомневающийся знак. Она эрудирована и абсолютно непостоянная. Близнецы может растормошить рака, ему это с одной стороны нравится, с другой он понимает, что он другой, и ему важнее постоянство в семье. Оба принимают все близко к сердцу. Рак более раним, у него вдруг может поменяться настроение, а близнецы – это мешок, наполненный разными настроениями, но почти все эти настроения оптимистичные. Раки более пессимистичные. Близнецы вечно в каком-то вихре идей и вдохновения. А рак хочет семейного очага, чистоту, еду. Вот близнецы, кстати, редко любят готовить.
Раку нужно уходить в себя. Иногда на время близнецу необходимо общение. Это просто вот их такие моменты, которые очень важны для человека. У нее очень переменчивый характер. Раку это тяжело выносить в долгую. Для рака близнец кажется иногда легкомысленной и слишком болтливой. Это как в фильме будет, понимаете, мелькать вот туда-сюда. Вот он хочет жениться, ей это как бы не принципиально. Конечно, любые знаки могут найти компромисс, если любят, но эти двое очень разные, на мой взгляд. Так себе союз. Хотя вы, когда я говорю даже нет, это невозможно, союз плохой, любые развивающиеся люди могут найти точки соприкосновения и культурно вместе жить. Едем дальше. Мужчина рак, женщина рак. Вот тут все сходится. Гляжусь в тебя как в зеркало, до умопомрачения. Раки такие вот, как палки о двух концах, с двойным дном. Они чувствуют и понимают друг друга. Оба любят какие-то свои личные, персональные секреты. Вот это обязательно должно быть до гробовой доски. Раки злопамятные очень и легко обижаются даже на всякую вот фигню. Любят контролировать, могут залезть в телефон. Это обычно со стороны женщины бывает. Проверить карманы. Вот неуверенные в себе 100% этого делают. А особенно раки с их подозрительностью, да, как же не проверить. А если даже проверить нельзя, то он все равно будет накручивать себя. Они могут быть то скромными, то приличными. То из них, как из жерла вулкана, начинает изливаться неуправляемая лава, сжигающая все на своем пути, и самим ракам тоже вредящая. У них, особенно у женщин, может появиться ни с чем не сравнимая мания величия, которая вскоре может поменяться на приступ жалости к себе. Не все, конечно, такие, мы говорим о часто проявляющихся чертах и только. Если рак увидел в вас хозяйку, или вы там врач, или еще что-нибудь полезное для него, да еще и его родственники заметили, что вы хозяюшка, то дело к свадьбе. Ракам трудно говорить без намеков, особенно женщинам. Она или намекает, или бестактно делает замечания. Поэтому им необходимо научиться открывать рот и четко излагать свои мысли в культурной форме. Иначе они циклятся каждый на своей проблеме, не желая слышать другого. Они работают на внешнее впечатление. В паре активнее будет женщина в данном случае. Но вместе жить они могут вполне хорошо. Мужчина рак, женщина лев. Совершенно разные. Мужчиной в браке тут будет женщина лев. Рак для нее нерешительный и не особо интересный. Жена лев для рака это очень утомительная ноша. Мы говорим не о влюбленности, а именно если это долгая семейная жизнь. Это совершенно разные вещи. В момент влюбленности может подходить все, ты закроешь глаза на все. Но если в долгую жить вместе, то это совершенно не одно и то же. Львица хозяйка, но иногда без тормозов. Она может перестараться, готовить слишком много блюд и еще в больших количествах. Рак этим может быть раздавлен, хоть он и любит уют и еду, но для него это слишком. Хотя раку, с одной стороны, и нужна жена-лидер. Львица любит хороший юмор, а у рака с юмором иногда не очень. Если рак развивается, то он сможет дать львице покой и ласку. С другой стороны, они оба очень упрямы. Если львицу будет в раке что-то раздражать, она будет капать ему каждый день на нервы. И он, наоборот, будет продолжать делать то, что львице не нравится. И потом настроение у рака плавает, а вот эти перемены льву непонятны совершенно. Критику они оба не выносят. У львицы всегда большой темп жизни, это очень отличается от темпа жизни рака. Львице нужны впечатления, вдохновение, что-то новое, а раку больше покой и тепло дома. Несмотря на то, что в сексе они как раз могут очень даже подойти друг к другу, долгий союз я лично не особенно представляю. Мужчина рак, женщина дева.
Это по характеристикам очень подходящий союз. Она, дева, в состоянии за раком поухаживать, так сказать. Рак, как цыпленок под крылом курицы, может пригреться. Рак может выходить из своей ракушки время от времени, устраивать концерт и залазить обратно. А дева придерживает свои эмоции при себе, хотя в ней бушуют и рвутся наружу страсти. Но дева в состоянии, когда надо их обуздать. Раку нужна женщина постарше. Постарше не постарше годами, а в моральном смысле. Внешне ему нравятся симпатичные девушки, он всегда обращает на них внимание. Но часто женится как раз-таки на серых мышках. Видимо, это я так думаю, из-за своей вечно крутящейся галактики в голове, чтобы она его не сильно будоражила дома, чтобы он не так сильно ее ревновал, что ли, или вот как-то так. Не знаю, что у них в голове происходит. Дева должна сама как-то с ним выйти на доверительные рельсы, потому что от рака она будет ждать прямого контакта долго. Как раз-таки раки пятятся и потому медленные в таких решениях. Но если он увидит заботу и вкусно приготовленную еду, запасики, это ему очень понравится, подсознательно. И очень важно, как деву примет семья рака. Вернее, как она сделает так, чтобы не вызывать отторжения у новых родственников. Это для рака очень важно. Многие девы одеваются, конечно, хорошо и обратят внимание на то, как выглядит рак, во что он одет. Девы не всегда понимают смешной юмор, ей ближе сатира. Это надо иметь в виду. Дева будет вас анализировать, принимать решения о долгой совместной жизни сама с собой. Хотя я считаю, нужно ориентироваться на чувства и только, потому что девы нередко расходятся и выбирают не того, кого им реально нужно, а потом боятся опять вляпаться. И вот девам трудно доверять новому жениху, скажем так. В таком союзе более ответственная за дело эта дева, а рак больше по чувствам. Вот он в постели может играть прям первую скрипку и вообще за весь оркестр. Дева имеет стержень стабильности в себе. Рак подвержен влиянию Луны, и у него может настроение кардинально и внезапно меняться. Из оптимиста он через минуту может превратиться в пессимиста и наоборот. Громкость его тоже сильно скачет. И в ответ, если что-то такое происходит с раком, деве нельзя повышать голос, иначе рак обидится. Замечания любые его унижают и загоняют в ракушку. Рак нерешителен и слишком осторожен в принятии важных или рискованных решений. Это может быть как плюс, так и минус. Если с кем-то он задумает сделать бизнес, то, скорее всего, он соскочит на каком-то начальном этапе, если будет хоть капля сомнений. Девы любят стерильность, а раку это надоедает. В прямом смысле стерильность. Поэтому они, наверное, часто бывают медиками. В сексе они по темпераменту подходят друг другу. Земля и вода комфортно подходят друг другу как бы в большинстве случаев. Но если рак обидит чем-то деву сильно, она, такая правильная, способна ему отомстить изменой, совершенно не думая о последствиях. Но рак ценит семью, что она у него есть, и не будет нарываться, постарается этого не делать. Им не стоит сильно придираться друг к другу по любому поводу, а поводы у них есть. Но при взаимной симпатии на базе финансового просчета они смогут свить себе очень даже уютное, добротное, самое главное, гнездо. Мужчина рак, женщина весы. Весы у нас прекрасная и премудрая Василиса. Она женственная и в то же время может блистать в работе, иметь отличную репутацию. Рак подходит ей по причине своей мягкости в первую очередь. Они оба ценят очень семью. Но если рак не будет развиваться, то все пропало. Так как вот она увидит страх рака войти в отношения, ей это не понравится. Она не любит сомнения и нерешительность. Поэтому вот весам больше подходят огненные знаки.
Рак же сможет быть решительным только если будет полное доверие весам. Я думаю, весам все это быстро надоест. Она любит мужественных мужчин, которые способны на очень четкие поступки. Она стопроцентная женщина, и ей нужен стопроцентный мужчина в браке, в классическом представлении. А рак довольно пассивный для нее. Они оба в семье не любят дикий люфт, господи, по-немецки вот вспоминаю, если четкий перевод, то это как это, густой воздух, это по-русски. Тяжелая атмосфера дома, вот что они не любят. Поэтому этой атмосферы не будет. Могут поддержать друг друга, вот если кому-то требуется поддержка, они в состоянии это сделать. Но если смотреть глобально, в семье нет акцентного лидера. Слишком все ровно. Некому сделать быстрый решительный шаг. Вот иногда весы способны расставить все точки над «и», она может быть очень прямолинейной в своих высказываниях. Но чаще происходит так, что рак пятится, а весы колеблются долго и нудно. Раки слишком привязаны к своей матери и семье. Вот семье даже больше, даже и матери, если нет, они к семье привязаны. Поэтому они бывают упрямы и нелогичны, потому что в приоритете, например, мнение мамы или кого-то из семьи. У весов и раков разные способы получения духовного удовольствия. Весы любят читать, встречаться с интересными людьми, ходить в кино, на концерты и общаться. Рак больше именно любит отдыхать дома, в уединении, вот в саду там где-нибудь за бокальчиком вина. Если они любят, то им надо абсолютно точно коммуницировать и расставлять приоритеты. Весы, например, могут придираться и делать одни и те же замечания человеку всю жизнь. Рак может тайно на это обижаться, молчать и отстраняться. Я считаю, что так себе союз, но он возможен, конечно. Я вообще против работы в браке, что брак это работа, наработать там на уступках каких-то там туда-сюда. Все должно быть естественно. Человек сам по себе должен, сам отдельно, не другого учить, а сам развиваться, и все будет хорошо. Но если прям что-то не нравится, то это не ваш человек, и не надо пытаться что-то там построить, работать в семье. Мужчина рак, женщина скорпион. Раки, в принципе, культурные, добрые, искренние люди, ранимые, а скорпионы, женщины-скорпионы, прям фонят на расстоянии вот разрядами энергии, знаете, как от столбов высокого напряжения. И их чрезмерная внутренняя сила при неосторожном использовании может стать разрушительной. Конечно же, союз неспокойный такой, как с весами. Тут постоянная смена чувств. Скорпионши вроде могут быть хорошими хозяйками, но им не хватает мягкости, потому что они могут сказать прямо, резко, а раки это не выносят вообще. Скорпион, рак, как и дева рак, это мама и ребенок. Такие вот отношения у них. И орать бестактно на детей в порыве страсти скорпионши недопустимо. Скорпионам нужно в любви немного или много жесткости. Вот раки не такие, но оба знака вода в данном случае. И при желании они смогут обойти и обогнуть острые камни все на своем пути. В их союзе, знаете, не хватает ментора, который подскажет им быть более внимательными и спокойными друг к другу. В данном случае вот я вам подсказываю, что надо вот так делать. Потому что здесь скорпионша больше мужчина, а рак женщина в данном случае уже на женскую роль претендует по поведению. Она чем-то часто в своей внешности недовольна. Очень часто вот это бывает у скорпионш. А рак в этом случае ей очень поможет, потому что он не видит недостатков и даже может этот комплекс вообще напрочь убрать. Если скорпионша влюбилась, то она в омут с головой, конечно, она ненавидит рутину в любви. Они оба интенсивно любвеобильны, и оба ревнивы, и оба любят флиртовать и тут же подозревать друг друга и накручивать себя. Вот это они могут. Но у них есть много тем для обсуждения, им интересно,
Если они развиваются, я это всегда говорю, потому что это очень важно. Если они развиваются, то они не ограничивают никак друг друга, и все у них может получиться очень даже хорошо. Мужчина-рак, женщина-стрелец. Вообще не понимают друг друга, разные по всем фронтам. Она открыта и громка, он закрыт и тих. Это так, грубо говоря. Рак для нее внешне очень привлекателен, но слишком робок на первый взгляд. На самом деле они просто разные люди, у них разная манера жить. Рака может испугать ее напор, ее скорость принятия решений и желание добиться своей цели любой ценой. Пока рак сидит в ракушке, стрелец вот такая яркая, энергичная рыбка, которая носится вот сверху этой ракушки. Она очень уверенная в себе девушка. Рак не сможет удержать ее рядом с собой. Стрелец не успевает считывать душевное состояние рака, потому что она в своем активном режиме всегда. Рак замыкается из-за этого и концентрируется на себе, а у стрельца все эмоции наружу. Прямые, иногда бестактные, но честные. Если они найдут взаимопонимание и учтут свои особенности характера, то они смогут быть вместе. Тут папочка как бы рак, так как стрелец ребенок в данном случае. Оба любят красоту дома, вкусную еду, приятных гостей, друзей, комфорт. На доверии все строится. Рак, как папочка, присматривает за активной доченькой, это образно говорю, и понимает ее. У него как бы больше, у него меньше скорость, поэтому у него мудрость быстрее проявляется. Но все равно им трудно вместе, так как они просто по природе разные. Манера, скорость и образ жизни разные. Стрелец общительно, он ревнив. С другой стороны, если ее что-то волнует, может это в подробностях раку излить, так сказать, рассказать, и рак выслушает внимательно. Стрелец очень оптимистичный знак и не даст впасть раку в депрессию и самокопание ненужное для него. Раку надо научиться не держать все время стрельца рядом с собой. Ей нужно иногда делать выходы из дома, это необходимо. С друзьями, без мужа. И ей надо доверять и не беспокоиться. А стрельцу нужно спокойно относиться к моментам уединения рака. Дать ему уставиться куда-нибудь в монитор или на огонь в камине и не трогать его некоторое время. Им надо учиться конструктивно общаться и приходить к взаимовыгодным решениям. И у них тогда, в принципе, может все получиться. Ой, видео уже длинное такое. Для меня длинное. Мужчина-рак, женщина-козерог. Земля и вода, как я уже говорила, тянутся друг к другу. У них отношения могут быть внешне киношными. То любовь, то разлука. Козерог упрямо идет к своей цели. Очередная цель у нее всегда есть в голове, и она эту цель не упускает. Рак сумеет считать настроение и состояние козерожки. Раки эстеты, они любят сильных, ярких, но прилично выглядящих женщин. Рак не переносит притворства, вульгарности, и козерог должна быть в общении с раком обязательно естественно. Ничего не придумывать вообще, не приукрашать. Рак ищет себе в жены хозяйственную, хорошо выглядящую, умную жену. В то же время он ориентирован как бы всегда на свою мать и сравнивает невесту с матерью. Уметь готовить очень желательно. Я знаю козерогов, которые прекрасно готовят, но знаю таких козерогов, которые вообще не готовят. И вот тогда надо хотя бы время от времени покупать что-то вкусненькое, устраивать какие-то такие уютные застолья, потому что рак это очень оценит. Они оба любят семейную стабильность, и это их связывает. Рак внимательный и чуткий. Козерог решительно и самостоятельно. Может, кстати, обеспечить финансовую подушку даже сама. Но рак тоже не промах, когда на него не давят. Им эти моменты важны для внутреннего спокойствия. Ссоры могут быть из-за того, что козерог уверена в своей правоте, уперта и смотрит на все больше с практической стороны дела. А рак более эмоционально уязвимый, поэтому может иногда тут коса на камень находить, оба еще и обижаются друг на друга.
Для Козерога важен внешний вид и статус, желательно, мужа. Прям важно. У нее тоже есть сомнения в себе. И несмотря на то, что она уверенная, так вот в глобальном смысле уверенная в себе женщина. Все в браке надо проговаривать, коммуницировать друг с другом и не оставлять неразрешенных вопросов. Сразу их выяснять, чтобы у них наладилось вот это доверие, и на этом доверии они смогут очень хорошо жить. Они разные по темпераменту, но если взять все их черты и сложить, они как пазл прям плотно подойдут друг к другу. Так что союз может быть хороший. Мужчина рак, женщина водолей. Тут несостыковка в том, что рак собственник, а водолей подвижно и непостоянно. Водолей не флексибельный в своих убеждениях знак. Даже по гороскопу это очень фиксированный знак. Она будет стоять на своем, потом обидеться, и рак тоже из серии обижающихся. Если они оба ментально повзрослеют, то смогут быть вместе, потому что оба чересчур эмоциональные и любят себя еще дополнительно накрутить. Они оба любители искусства, понимают его и могут ценить. Им вместе есть о чем поговорить, им не скучно. И если они будут внимательны друг к другу и не гнуть вот яро свою линию, то поймут, что им хорошо вместе. Водолея переделать невозможно, раку не стоит ее перевоспитывать. Водолей может дружить со всеми, с любыми людьми любого возраста там, и вообще любого вида. И ее не стоит ревновать. Она умеет дружить и с мужчинами, но раку может это, конечно, не нравиться. А она ревности не выносит. В данном союзе рак якорь. Он отвечает за семейные традиции и стабильность. Водолей полна идей и смотрит больше в будущее. Хотя бывает так, что она любит на время прям пострадать о прошлом. Оба злопамятны и переживают долго боль. Рак как бы будет гарантом стабильности и лидером. На самом деле без водолея решения приниматься не будут. Водолей не меняется с течением жизни, она все время молода душой и такая вот, как девчонка. Рак любит спокойствие дома, а если его нет, а водолей скажет сразу, если что-то ей не нравится, и может это сделать не вовремя или слишком бурно, то рака это может вогнать в молчание и вообще в угнетенное состояние. Если водолей особенно была не тактична. Водолей – человек настроения. Она может быть то хозяйственной, то внезапно убежать на танцы или застрять в баре, встретивший какого-то интересного человека, или там с подружкой заговориться. Я, например, не представляю, как рак будет все это выдерживать. Это непредсказуемость водолея, тем более, если она оставила рака там без обеда, то может плохо кончиться. Водолею не нравится монотонность и предсказуемость, а рак стремится к этому. Он тоже может что-то выкинуть, раки тоже способны на выходки, но это редко случается. С родственниками рака лучше иметь хорошие отношения или хотя бы нейтральные, но неплохие. Если мнения в чем-то расходятся, они там сидят за столом, встретились, что-то обсуждают у родителей, то водолею не стоит спорить с ними и отстаивать свою линию прямо там. Водолей иногда не видит, что своими высказываниями она может ранить людей. Она не отдает себе отчета, что у рака осадочек надолго остается. Водолей хорош на коротких дистанциях. Она как бы сказала и забыла, а рак хорош на марафоне. У него задерживается обида надолго. Рак больше понимает водолея, чем она сама, но вот это все надо проговаривать, и тогда обоим знакам будет польза. На доверии и общих увлечениях, и на любви только может держаться союз. Они как дети могут мечтать вдвоем, но интересно, что эти мечты могут сбываться. И последний знак у нас – мужчина-рак, женщина-рыба. Хорошая совместимость, но есть много «но». Мужчина рак и рыбы чувственные, тонкие натуры. И рак может быть ответственным мужчиной. Но раки из-за Луны бывают нерешительные и подозрительные. Ему нужно точно знать, что его не кинут, поймут, приголубят.
и тогда он, в принципе, готов на все. Рыбы спокойно могут это все дать. И если рак не психопат и жил в хорошей среде, то им вполне будет интересно и спокойно, и стабильно вместе. Рыбы могут быть очень хорошими хозяйками и вообще везде успевать. Дома у них в основном спокойные положительные эмоции. Они умеют обойти краеугольные камни и не ссорятся, так как ценят вот этот момент, который есть не у всех в домах. А если они ссорятся, рыба сумеет сгладить конфликт, так как всегда считает себя мудрее партнера. Но у нее может когда-то внезапно для рака кончиться терпение. У обоих характеры изменчивые, и эти моменты надо спокойно выдержать другому партнеру. И потом, многие рыбы очень заботливые в семье. Если все будет всегда хорошо, то даже раку может это надоесть. Но я точно знаю, что рыбы увлекающиеся, и они всегда найдут для себя что-то новое. И редкий случай, когда рыба концентрируется только на опеке какой-то и домашних делах. И если будет стоять остро какой-то вопрос, то выход, скорее всего, найдет рыба. От рака требуется действие. Вот тут может либо вопрос решиться очень легко, либо рак впадет в омут своей нерешительности, и тогда пиши пропало. Физически подходят и предпочтут побыть в объятиях друг друга там несколько дней, чем там пойти в кино или поехать куда-то. Им важно быть вместе, им важен вот именно тактильный контакт. Рак ревнив, а рыбы пользуются популярностью у мужчин по большей части. И рак опасается измены, так как они и в себе, и в других сомневаются. И вот эти его колебания, вот у женщин весов тоже они бывают, рыб раздражают. И если рак не прекратит видеть в ней объект для ревности или, например, чисто домохозяйку, то его любимая рыба превращается в ядовитую. Ей всегда неприятно видеть, что рак слишком суетится, излишне паникует при какой-то проблеме, не может сосредоточиться и пасует. А она в нем видела, допустим, сильного духом мужчину. Рак обычно не уходит из семьи, даже когда ему уже все становится слишком предсказуемо. И он может себе позволить развлечения на стороне, но только если он уже просчитал ситуацию, тут уже такой расчет пошел, что жена, например, от него зависит, там финансово или как-то, и ей придется закрыть глаза, скорее всего, на его загул. Но рыба увидит, что что-то произошло моментально. Я не могу сказать, что рыба мнительный рак. И когда рыба решает строить карьеру, например, рак постарается ее схватить такие клешней за плавник, так как он не любит резких перемен в жизни, как и телец. А рыба может спокойно выходить из зоны комфорта. Им ни в коем случае нельзя замалчивать какие-то моменты, которые им не нравятся, и абсолютно ничего нельзя копить за душой, типа потом поговорим. Сразу надо мягко выходить из этого конфликта и говорить то, что вам не нравится, в тактичной форме. Рак ни за что не захочет расстаться с рыбой. Он хочет рядом с собой красивую, добрую, мудрую, идеальную женщину. Рыбам раки тоже симпатичны, но если что-то пойдет не так, а рыба это чувствует сразу, то она молниеносно станет конкретной и непоколебимо холодной. Так что, если уважать друг друга, союз может быть очень гармоничным. На этом все. Очень долго на этот раз видео затянулось, но зато рассказала вам все, что хотела рассказать о совместимости раков. Ждите следующего видео. Спасибо за просмотр. Очень жду ваших комментариев. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.